Ты слушаешь Радио Мария. Сегодня 11 марта. В прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. 10 марта, по данным ЦАЛЯ, из Ливана по району горы Хермон было выпущено несколько десятков ракет. В результате залпов сработала сирена «Цева Адом». Хизбалла взяла на себя ответственность за нападение. Сообщение о пострадавших в результате инцидента не поступало. Главные новости Израиля. Президент США Джо Байден в своем вчерашнем интервью на американском телевидении попытался доказать, что Иерусалим должен резко изменить свое представление о войне против Хамас в секторе Газа, указав, что он лично готов вернуться в Израиль и выступить перед Кнессетом. Байден подчеркнул глубокую обеспокоенность США по поводу пострадавших мирных жителей в секторе Газа и заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, цитирую, «приносит больше вреда, чем пользы Израилю и его интересам», и назвал запланированную операцию ЦАЛЯ в Рафехе на юге Газа, цитирую, «несправедливой». «Это красная линия», добавил американский лидер. Президент США Джо Байден повторил, что Израиль имеет право продолжать преследовать Хамас, но что Нетаньяху должен уделять больше внимания невиновным гражданским лицам, которые попадают под перекрестный огонь. Игнорирование потерянных жизней противоречит тому, что отстаивает Израиль, и я думаю, что это большая ошибка, заявил Байден. Байден утверждал, что Нетаньяху, цитирую, больше вредит Израилю, чем помогает ему, и, похоже, повторил аргумент, который он приводил в прошлом, о том, что премьер проигрывает битву за общественное мнение во всем мире. Мы должны опираться на это прекращение огня. Мы находимся в контакте с арабскими лидерами, в том числе с Саудовской Аравией, которые готовы полностью признать Израиль и начать восстановление Газы. В центре внимания то, что будет после Газы. Это трудное решение, но многое можно сделать, говорит Байден. Напомню, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает концепцию США, неоднократно заявляя, что именно он долгое время блокировал усилия по созданию палестинского государства. Но возвращаемся к Байдену. Байден в интервью рассказал о своем общении с военным кабинетом Израиля. По словам американского президента, он призвал израильское руководство, цитирую, «не повторять ошибок США и не вторгаться в другие страны». «Мы охотились за Бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило входить в Украину, то есть нам не стоило входить в Ирак и Афганистан», оговорился Байден и тут же исправился. I sat with them and I sat with the war cabinet. I said, look, don't make the mistake America made. America made a mistake. We went after bin Laden until we got him. But we shouldn't have gone into Ukraine. I mean, we shouldn't have gone into the whole thing in Iraq and Afghanistan. It wasn't necessary. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает критику Байдена в свой адрес и заявляет, что большинство израильских граждан поддерживает его политику в секторе Газа, цитирую, «Если президент США считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства, и это вредит интересам Израиля, то он ошибается. Это не только моя частная политика», продолжает Нетаньяху. «Эту политику поддерживает подавляющее большинство», заявил в видеокомментарии, опубликованном его офисом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Главные новости Израиля. Хамас сделал стоп. Лидер Хамаса Исмаил Хания утверждает, что Израиль несет ответственность за провал переговоров о перемирии после того, как переговоры в Каире на прошлой неделе зашли в тупик. Утверждая, что Хамас, цитирую, проявил ответственность в ходе переговоров, Хания говорит, что его группировка не примет соглашение, которое не положит конец войне и не изгонит врага из сектора Газа. Хания добавляет, что Хамас не вернет ни одного из заложников без соглашения о постоянном прекращении огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу поручил министрам финансов, обороны и национальной безопасности подготовить места для тысяч новых задержанных и заключенных в израильских тюрьмах, говорится в заявлении его офиса. Директива была принята после оценки Цаля и Шабак, в ходе которой органы безопасности пришли к выводу, что тысячи подозреваемых в терроризме и боевиков будут арестованы в Газе и на западном берегу в течение этого года. А это приведет к нехватке мест в тюрьмах, если не будет дополнительных мест. Согласно заявлению, с начала войны против Хамаса было уже арестовано около 4000 подозреваемых в терроризме. Большинство из них в секторе Газа. Во время поездки по побережью сектора Газа министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что планы по оказанию помощи сектору Газа через временный порт, созданный Соединенными Штатами, будут способствовать краху правления Хамаса. Цитирую: «Этот процесс призван доставлять помощь непосредственно жителям Газы и таким образом продолжить крах правления Хамаса в секторе Газа. Мы доставим помощь по морскому маршруту, который скоординирован с США по вопросам безопасности и гуманитарной стороны, при содействии Эмиратов в гражданской сфере и соответствующей проверке на Кипре, а также мы будем доставлять товары, импортированные международными организациями. Мы позаботимся о том, чтобы поставки доходили сюда для тех, кто в них нуждается, а не для тех, кто в них не нуждается», заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант во время поездки по побережью сектора Газа. Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц обратился к гражданам-мусульманам и заявил, что война Израиля в секторе Газа не является войной против ислама. Цитирую: «В эти дни государство Израиль находится в сложной кампании, которая началась с нападения террористов Хамаса на всех израильских граждан, включая мусульман. Наша война ведется не против ислама, а против тех, кто нанес ущерб ценностям ислама, против тех, кто совершил преступления против человечности, а также стремился разрушить израильское общество и наше общее будущее». Такое заявление сделал министр военного кабинета Бенни Ганц. Главные новости Израиля. Президент Израиля Ицхак Герцог, присутствующий на открытии нового мемориального музея Холокоста в Амстердаме, сравнил антисемитизм и ненависть, которые еврейский народ Европы испытывал в 20 веке, с тем, что происходит сегодня, после резни, устроенной Хамасом 7 октября. Герцог говорит, что новый музей, расположенный в историческом еврейском квартале Амстердама, посылает четкое и мощное заявление в решающий момент времени. Герцог просит участников присоединиться к нему в молитве за жертв Холокоста и за жертв террора и антисемитизма в настоящем, где бы они ни находились. Он также просит, чтобы все молились за немедленное и безопасное возвращение наших заложников, которые удерживаются в плену Хамаса 7 октября. Израиль не будет слушать моральные проповеди президента Турции Раджеп Таипа Эрдогана, который отрицает геноцид армян в Османской империи. Об этом в соцсети X написал 10 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Израиль, который придерживается законов войны, не потерпит моральных проповедей от Эрдогана, который поддерживает Хамас, отрицает Холокост в Армении, лишает жизни курдов в своей стране, где пропадают противники его режима и журналисты. Конец цитаты. Напомню, что ранее президент Турции Раджеп Таип Эрдоган в субботнем выступлении заявил, цитирую: «Нетаньягу и его правительство нацисты нашего времени, как Гитлер, Муссолини и Сталин. Мы обязаны привлечь к ответственности этих убийц с соблюдением международного права. Никто не может заставить нас квалифицировать Хамас как террористическую организацию», заявил президент Турции. Далее к другим событиям. Армия обороны Израиля провела учения по снабжению в рамках подготовки к потенциальному наземному наступлению в Ливане. По данным ЦАЛЯ, в ходе учений военнослужащие отрабатывали доставку оборудования, воды, топлива и боеприпасов для имитации маневрирующих сил в Ливане в условиях боевых действий.
В ЦАЛе добавляют, что учения включали погрузку и разгрузку оборудования самолета ВВС, а также транспортировку оборудования с помощью наземных транспортных средств на линию фронта. Напомню, что такие учения проводятся на фоне ежедневных нападений Хизбаллы из Ливана на север Израиля. Ранее Израиль предупредил, что если дипломатическое решение не будет достигнуто, Израиль начнет войну с Ливаном. Полиция Израиля продолжает поиски 9-летней Хайманут Касау, северного города Цфат, о котором мы рассказывали ранее в наших выпусках. Напомню, что девочку не могут найти уже 2 недели. В полиции комментируют, что это одна из самых больших загадок, цитирую, «как будто земля поглотила ее. Мы не сможем искать ее вечно. За последние 2 недели мы приложили огромные усилия, но мы все еще находимся на старте, ни одной зацепки». Конец цитаты. В последний раз Хайманут Касау видели на кадрах видеонаблюдения в 19:45 25 февраля, когда она раздавала листовки о муниципальных выборах. Хайманут Касау 9 лет, пропала без вести 25 февраля этого года в городе Цфат на севере Израиля. Рост девочки 1,20 м, она стройная, с темными волосами и темными глазами. В момент исчезновения на ней были розовые брюки, черная юбка и белая рубашка. И если вы владеете информацией о пропавшей без вести, позвоните по номеру 100 в полицию Израиля. Главные новости Израиля. Вблизи Хайфы 27 февраля пропал Даниэль, он же Дмитрий Репников. Молодой человек пошел голосовать на выборах, после решил прогуляться по набережной Хайфы. Далее его следы пропали. Нам написали близкие Дмитрия. Если кто-то видел его и обладает информацией, огромная просьба сообщить по номеру WhatsApp +79 01 198 98 50. Сообщается, что Дмитрий не собирался никуда уезжать. В его комнате остались работающими электроприборы. Посмотрите внимательно на фото, возможно, вы видели где-то Диму. Родственники верят, что он жив, но что с ним случилось, неизвестно. Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на наш канал. Ваши комментарии, лайки и подписки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Спасибо нашим спонсорам. Их имена вы сейчас видите на своих экранах. Также напомню, что на наш YouTube-канал осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь и на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же мы не сможем выйти в эфир на этом основном канале, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. 10 марта вечером в эфире общественной телерадиокомпании Израиля Кан-11 состоялась премьера песни «Эден Голан» в переводе с английского «Ураган». С этой работой Эден Голан выступит на Евровидении в Швеции. Напомню, что для Эден Голан это будет сложная поездка, учитывая настроение участников конкурса и того, что некоторые страны требовали исключить Израиль из Евровидения, цитирую, «из-за геноцида Израиля в секторе Газа». Конец цитаты. Разрешено к публикации. Армия обороны Израиля сообщила, что в бою на юге сектора Газа пал Михаэль Галь, ему 29 лет, из Иерусалима. Вчера вечером, 10 марта, с Михаэлем простились на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. Михаэль пал за свою страну, потому что у него не было другой страны. Эн ли эрец ахерет. Светлая память.